Привет всем! Сегодня ролик про лебедят. Нам надо их посчитать. 2 недели назад я выложил на канале видео про друга лебедя по кличке Голубь, который привел свое семейство, свою супругу, которую мы назвали Голубка. Я попросил зрителей дать варианты. И все варианты, в общем-то, в большинстве своем были вокруг имени Голубя, и Голубка набрала большинство голосов, скажем так. И вот они привели свой выводок. 7 вот этих пушистиков, 7 лебедят. После этого они приходили каждый день вот щипали травку. То есть, естественно, мы уже траву не стригли. И они приходили, садились и целый день, в общем-то, проводили у нас. И это продолжалось примерно 10 дней. И мы просто наблюдали, как они на глазах, в общем-то, подрастают. При этом мама всегда была с ними, а папа, голубь, он периодически отходил, отлетал по каким-то делам, вел себя не как очень хороший отец. Вот видите, сейчас вот он пришел, и показывает там всякие номера, хвостом трясет. И, в общем-то, вот это семейство уже у нас расположилось по-серьезному. Но на ночь они каждый раз куда-то уплывали. У меня было предположение, куда. Они договорились с кошкой Пушей. Поначалу они на нее страшно шипели и говорили только посмей, только подумай. Пуша ничего такого плохого не думала, и сейчас у них наступил такой консенсус. Она ими интересуется, ей просто интересно, она вообще всем интересуется, но она не предпринимает никаких попыток приблизиться к ним ближе определенного расстояния. А они тоже уже перестали на нее шипеть как-то. И последние несколько дней, 4 дня, они не приходили. И я решил проверить свою догадку, где же они живут и как у них дела. И отправился в заповедник. Заповедник — это 1,5 километра от нас по озеру на восток. Заповедник Тибельмюндунг. Это устье реки Тибель. Там в прошлом году был сделан большой проект, который финансировался Евросоюзом. И сделаны такие болота, в которых, во-первых, вода отстаивается перед тем, как попасть в озеро, и очищается дополнительно. А во-вторых, там поселились огромное количество всяких водоплавающих птиц, и там, в общем-то, большое разнообразие видов, в том числе и рыбы там много. Как я и предполагал, уже на втором таком болотце я обнаружил семейку. Вот там слева стоит у нас голубь, а голубка с выводком, она плывет. И вот она меня засекла и изменила направление. И я издалека все не мог никак их посчитать, сколько их там в наличии. Вот этот заповедник, на самом деле, его облюбовали, во-первых, перелетные, то есть это как база для перелетных птиц, то есть по осени там было просто огромное разнообразие и даже, я бы сказал, некоторое перенаселение. Но постоянно там живут 3 вида уток, там живут кормораны, там цапли. Вот раньше на озере на самом цапель не было, а вот здесь появилось довольно много семей цапель. И лебеди. Там я видел выводок прошлого года, там 5 штук. Они одно время держались вместе, потом тоже разошлись. То есть там, в общем-то, вся эта зона заповедника, она сейчас освоена разными птицами. И даже как-то я видел, туда прибегали такое, что-то вроде косули, не косули, такие. Они прибегали, пили воду и убегали. И вот они приблизились. Вот с этого расстояния я уже смогу их посчитать. К сожалению, у меня с собой не было камеры, это я снимаю айфоном. И он не позволяет делать очень хорошее приближение, но если внимательно посмотреть, я их четко посчитал, все 7 на месте. Ура!
И у них, в общем-то, там такой санаторий. Лебедята заметно подросли, то есть они примерно на треть, если не наполовину больше, чем были 2 недели назад. Они все так же с мамой. Вот там голубь сейчас тоже должен подойти. Он голос мой услышал и тоже направился сюда. А я этих поприветствовал. Мама постояла, посмотрела на меня. Они интересно смотрят, они вытягивают шею и поворачиваются боком. То есть у них глаза по-разному смотрят. То есть она может повернуться боком и одним глазом на тебя смотреть. То есть когда лебедь поворачивается клювом перпендикулярно к тебе, это значит, он смотрит на тебя. Вся эта компашка, а это был такой бонус. Опять же, жалко, что не было с собой камеры. Это утка, и на спине у утки штук 5 маленьких, совсем как воробушки утят. И она с ними живет тоже на этой территории, они соседствуют. В общем-то, я очень рад, что повидал семейство. Они, я надеюсь, еще как-нибудь приплывут к нам. Но сейчас они здесь, на этом болотце, прекрасно себя чувствуют. У них тут огромное количество пищи. И, в общем-то, люди не могут подойти слишком близко. И каких-то таких особенных врагов у них там нет. Пожелаем им успехов. А вы подпишитесь, пожалуйста, на канал. И ожидайте новых репортажей про семейство.